Здравствуйте, дорогие подписчики, новые зрители моего канала. Сегодня я вам покажу, как связать вот такой квадрат крючком столбиками с одним накидом. Для начала нам нужно связать круг. Для этого мы делаем скользящую петлю и провязываем 3 воздушные петли подъема. Затем наше колечко нам нужно с вами провязать 11 столбиков с одним накидом. Провязали последний 11 столбик. Теперь затягиваем наше колечко и третью воздушную петлю выполняем соединительный столбик. Делаем 3 воздушные петли подъема и в первую петельку мы провязываем 1 столбик с накидом. Во вторую петельку мы вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще в эту петельку 2 столбика с накидом. Затем вяжем 2 петельки по одному столбику с накидом, третью петельку вяжем снова 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом в эту же петельку. Таким образом мы с вами формируем углы нашего квадрата. Снова 2 петельки по одному столбику, третью 2 столбика, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом. Снова 2 петельки по одному столбику с накидом, третью 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом. Провязали первый ряд, третью воздушную петлю подъема выполняем соединительный столбик. Затем делаем 3 воздушные петли подъема. Теперь мы будем вязать в каждую петельку по одному столбику с накидом, а в нашу арочку будем вязать 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом. Итак, первая петелька 1 столбик с накидом, вторая 1 столбик, третья 1 столбик, а вот в нашу арочку из 2 воздушных петель мы вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом. Потом снова вяжем в каждую петельку по одному столбику с накидом,
а в нашу арочку мы будем вязать 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в эту же арочку. И так будем вязать с вами до конца ряда. Провязываем последний угол нашего квадрата, делая 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в арочку из 2 воздушных петель, 1 столбик в последнюю петельку ряда, и в третью воздушную петлю мы выполняем соединительный столбик. Затем снова 3 воздушные петли подъема. И так мы будем с вами вязать третий ряд, так же само, как и вязали второй ряд. В каждую петельку по одному столбику, в уголочек наш в арочку, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные и еще 2 столбика с одним накидом. Затем снова в каждую петельку по одному столбику, в арочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. И так до конца третьего ряда. Провязали наш третий ряд квадрата. Все следующие ряды будут вязаться так же само, как и второй и третий ряд. И сейчас я хочу вам показать, как же наши уголки квадрата сделать более четкими, чтобы они не были такими закругленными, а были именно квадратными. Для этого в конце того, как мы связали квадрат нужного нам размера, мы обвязываем наш квадрат столбиками без накида. Делаем одну петлю подъема и между столбиков с одним накидом провязываем столбик без накида. Вводим крючок между столбиков с одним накидом и провязываем столбик без накида. Доходим до нашего уголка, и в наш уголок мы провязываем 4 столбика без накида. Затем снова между столбиков с одним накидом вводим крючок и провязываем столбики без накида между каждого столбика с накидом. Вот мы с вами обвязали наш квадрат столбиками без накида. Теперь в конце вязания мы провязываем еще одну петельку воздушную, затягиваем и можем ее обрезать. Для того, чтобы ниточку спрятать, мы переворачиваем наше вязание, вводим крючок под ниточкой, под наш соединительный столбик, вытягиваем нить на изнаночную сторону, вводим крючок под ниточки наших столбиков без накида и вытягиваем нить через них. Вытянули. Теперь можно этот краешек обрезать. Наша нить надежно спрятана. Эту ниточку мы также прячем под столбики и обрезаем. Все, наш квадрат готов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, какие виды квадратов вы еще знаете. Не забудьте подписаться, если еще не подписались. Спасибо за внимание. До новых встреч.